АВ-кодер. Сегодня поджариваем нового начальника. Клод – код для хейтеров. И агент, который пишет твой код, рулит твоим терминалом и иногда поджигает весь репозиторий, бодро рапортуя, что все готово. ИИ-агент в терминале – это стажер, который гениален, неутомим, работает за копейки, не спит и при первой возможности уверенно снесет твою продбазу, а потом красиво извинится. Сразу дисклеймер для фан-клуба. Мы пользуемся этой штукой каждый день. Именно поэтому имеем право ее разносить. Трещина видит только тот, кто ей живет каждый день. 10 грехов, перчатки прочь, погнали. Грех номер 1, и теперь у него зубы. Те же галлюцинации, что у любой языковой модели. Уверенно, гладко, неверно. Только у этой есть твой shell, твои файлы и право запускать команды. Помнишь этот график? Уверенность и правота – все еще две отдельные ручки. Жуткий апгрейд в том, что старый чат-бот просто говорил тебе неправильное, а этот действует на нем в твоем коде с полной убежденностью, пока ты еще дочитываешь. Он напишет тебе 20 уверенных строк, импортирует метод, которого никогда не существовало, вызовет его как старого друга и вернет с аккуратным «готово». И выглядит так правильно, что ты вмержишь до того, как проснется линтер. Он пишет не код, который знает как верный. Он пишет код, статистически похожий на верный, с непоколебимой уверенностью сеньора, который вот в этой конкретной функции просто все выдумывает. Грех 2 – это агентная часть. Он не отвечает один раз, он крутит цикл. Подумал – сделал. Посмотрел на результат – подумал снова. Великолепно, когда работает. Гипнотический трэш, когда нет. Вот этот цикл. Он планирует, вызывает инструмент, правит файл, запускает команду. Читает вывод и идет снова. Мечта, что он сойдется к фиксу. Кошмар, что он застрянет, вежливо пробуя одну и ту же сломанную идею в чуть новом наряде вечно. Есть особый ужас в том, чтобы смотреть, как он в 50-й раз подряд объявляет «давай попробуем другой подход», а потом пробует ровно тот же подход с одной переименованной переменной. Всю дорогу жжет твои деньги. Грех 3. Он не умеет сделать одну маленькую вещь. Просишь однострочный фикс, а возвращается одержимый духом стафф-инженера, который весь год ждал шанса отрефакторить вообще все. Вот разрыв между запросом и результатом. Ты хотел исправить опечатку. Он исправил опечатку и заодно переименовал переменные, перестроил 3 модуля, добавил набор тестов и конфиг, который ты будешь удалять в следующий час. Просишь поменять цвет кнопки, а он возвращается, мигрировав весь фронтенд на новый фреймворк, раз уж залез. Технически полезно. И у тебя теперь ревью на целый вторник. Грех 4, который заметит твой финотдел. Каждая его мысль стоит токенов, а токены стоят денег. Отпусти его на сложную задачу, и он радостно скормит твой кошелек в топку. Вот счетчик, на который никто не смотрит, пока не поздно. Каждый шаг перечитывает файлы, историю, вывод инструментов, контекстное окно заполняется, а долларовый счетчик просто тикает. Долгая агентная сессия тихо переплюнет дневной кофейный бюджет джуна за один плохой день. Одна и та же задача может стоить тебе 10 центов или 10 долларов. Целиком зависит от того, попал ли он с первого раза или решил проехаться живописным маршрутом через каждый файл репозитория. Грех 5. Да, золотая рыбка вернулась, и в долгой сессии она хуже. На середине большого рефакторинга он тихо забывает архитектурное решение, о котором вы договорились час назад. Тоже контекстное окно, только теперь оно держит весь твой код, инструкции и разговор разом. Прокрути сессию подольше, и аккуратное правило с самого верха «не трогай модуль авторизации» выпадает за край окна. Угадай, какой модуль он тронет следующим. Полдня учишь его своим конвенциям, паттернам, своему одному священному правилу. А к обеду это свежий новичок, бодро нарушающий все 3 с улыбкой и зеленой галочкой. Грех 6 по-настоящему страшный. Он не просто предлагает команды, он может их запускать. А чересчур ретивый агент с доступом к шеллу в одной уверенной ошибке от очень плохого дня. Это жанр хоррор-истории агентной эпохи. Он решает, что чистейший фикс начать с нуля, делает хард-ресет или рекурсивное удаление, чтобы прибраться, и рапортует об успехе, заботливо стерев 3 часа работы, которые ты еще не закоммитил. Самое важное сочетание клавиш эпохи ИИ – то, что дает прочитать, что агент собирается запустить до того, как он это запустит. Потому что да, валяй – это начало всех хоррор-историй. Грех 7. Подхалимаш, превращенный в оружие. Укажи на баг, и он не спорит. Мгновенно соглашается, извиняется, чинит и тихо ломает что-то в другом месте. А потом благодарит за терпение. Смотри на цикл обреченности. Сообщаешь про баг А. Он говорит, ты абсолютно прав. Чинит А и вносит баг Б. Сообщаешь про Б. Он снова абсолютно прав, чинит Б, возвращает А.
Так можно реально до тепловой смерти твоего бюджета на токены. Вы абсолютно правы, самое дорогое предложение в разработке. Потому что за ним всегда немедленно следует то, как он уверенно ломает ту единственную часть, что реально работало. Грех 8. Медленный. Подкрадывается незаметно. Чем больше отдаешь ему руль, тем меньше реально читаешь. И однажды ты осознаешь, что катишь в прод-код, который не понимаешь до конца, написанный тем, кто его тоже не понимает. Вот тихая сделка. Твой выхлоп резко растет. Больше фич, больше строк, быстрее. Но доля кода, который ты реально прочитал и понял, тихо ползет вниз. Скорость вверх, понимание вниз. Никто не замечает до инцидента в 3 ночи. Появился новый, очень современный сорт синдрома самозванца. Уверенно демонстрируешь команде фичу, которая идеально работает, не имея ни малейшего понятия, как функционирует хоть одна ее строка. Грех 9. Жестокий поворот. Он обещал сделать сложную часть, вместо этого он ее переместил. Писать код никогда не было узким местом, а вот ревьюить на скорости 2000 pull request уверенного незнакомца – это новая работа. Вот современный workflow, который не рекламируют. Агент пишет это за 30 секунд. Ты тратишь следующие 40 минут вчитываясь в каждую строку, потому что где-то в этом красивом правдоподобном дифе одна тонкая, уверенная, несущая ложь. Вычитывать тысячи строк гладкого, уверенного, почти верного ИИ-кода реально утомительнее, чем писать самому. Потому что когда баг пишешь ты хотя бы точно знаешь, где его спрятал. А теперь честная часть. После всех 9 грехов, циклов, удалений, денежной печи, при умелом использовании эта штука реально абсурдно мощная. Это крупнейший скачок в том, как мы строим софт за поколение. В хороший день он делает за 20 минут то, что было пятницей. Бойлерплейт, миграцию, набор тестов, мутный баг. Мы поджариваем электроинструмент за преступление быть электроинструментом. Так как оседлать эту ракету и не лишиться руки? То же правило, что с любым острым инструментом. Оставайся в цикле, держи голову включенной и никогда не ставь на автопилот то, что нельзя откатить. Дисциплина простая. Читай, что он собирается запустить до запуска. Держи задачи мелкими и ревьюабельными. Коммити рано и часто, чтобы он не сожрал работу. И отвечай за каждую строку, что катишь в прод, потому что в 3 ночи в блейме твое имя, а не модели. Относись к нему как к гениальному перекофейненному джуну с рутом и нулем страха. Дай веревку, следи в оба, ревьюй все и держи руку на рубильнике. Сделай так, и это магия. Так, минутка наглой саморекламы. Хочешь не просто гонять агента, а понимать, что у этих ИИ вообще внутри? Нейросети, веса, обучение. У меня есть курс по искусственному интеллекту на Python с нуля и без воды. По ссылке под видео 500 рублей скидки. Хватай. Вердикт. Клод Код – это уверенный, чересчур ретивый, дорогой, временами разрушительный гений, который галлюцинирует, зацикливается и забывает твои правила. И при этом самое мощное, что вообще сидело в моем терминале. И то, и другое – чистая правда. Так что давай, ненавидь хайп, бойся РМ, высмеивай циклы, а потом иди и аккуратно собери этой штукой то, что одному человеку раньше было не под силу. Если зашло и пригорело, ну ты знаешь. Ставь императорский палец вверх, подписывайся и бей в колокол.